Доброго всем дня! Сегодня у нас 13 октября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас дождливая, холодная погода. Сейчас 12 градусов показывает на градуснике, но ощущается как-то гораздо холоднее. Ночью вообще было 5. Я утеплилась, как вы могли видеть. Одела куртку, вышла во двор снимать видео. Потому что в связи с дождем, нет, я, конечно, по дождю хожу, но трудно идти с зонтиком снимать видео, хотя я и такое снимаю, мне вообще все равно. Я не заморачиваюсь. Так, много вчера было вопросов. Включили ли отопление? Нет, отопление не включили до сих пор. Обычно, даже до войны, в мирное время у нас включали отопление 15 октября. Ну, тоже все зависело от погодных условий. Холодно, тепло. Ну, как мне вчера кто-то писал, у нас 12 сентября включили. Ребят, вы, наверное, где-то живете на севере. И я, конечно, понимаю, возможно, у вас 12 сентября, у нас весь сентябрь был жаркий. И если бы, не дай бог, нам включили отопление, ну, нам бы, наверное, пришлось выходить и ночевать где-то под кустом, потому что мы бы просто сварились. Нет, у нас такого никогда в жизни не было. У нас сентябрь обычно, ну, не такой жаркий, как этот сентябрь, но не так, чтобы включать отопление. Для нас оптимальный вариант это где-то 15 октября. Было всегда. Поэтому дай бог, чтобы 15-го включили, и все будет хорошо. Хотя на завтра, на послезавтра вообще обещают такое потепление, а потом опять холодно, и вообще будет очень холодно. Я посмотрела уже со следующей недели. Поэтому я надеюсь, что в понедельник отопление все-таки включат в Харькове. Вчера был такой интересный, смешной момент, когда я бежала, и на превьюшке, на фотографии вы могли видеть на моем видео, я бегу на фоне секс-шопа. И вообще люди стали писать, многовато стало секс-шопов. Город я особо не показываю, вы можете видеть только фрагментами что-то за моей спиной, либо так, где-то я что-то сниму фрагментами. Ну, сами понимаете, да, в какое время живем. Поэтому, но тем не менее, несмотря на вот это вот кусочками показываю, вы все равно видите то, что стало много секс-шопов. Да, действительно, их стало много. Они открылись в тех местах, где до этого никогда еще не открывались. Вокруг меня бегает Моня с Симой. И тут скачут вдвоем таких два беленьких красавчика. А Джокер спит дома на диванчике. Ну, не буду уже переключать камеру, показывать. Монечка, иди сюда. Иди сюда, мой красавчик. Иди сюда. Нет, нет, не хочет. Так. И что я вам могу сказать по этому поводу? Еще стало много магазинов тактического обмундирования, одежды, в общем, все для военных, товары для военных. Хотя мне почему-то казалось, что это, наверное, должны как-то выдавать, да. Но таких магазинов очень много. Там все продается, все, что нужно, начиная от носков и заканчивая бронежилетами, касками. То есть, я так понимаю, люди, которые отправляются на фронт, должны это все покупать за свой счет. Ну и что сказать по поводу того, что стало очень много аптеки на каждом углу. Ну, аптек и до, если быть правдивым, и до войны было очень много аптек. Это, я не знаю, особенность либо нашего города, либо нашей страны, то, что каждых буквально 10 метров стоит аптека, и так на каждом районе. Особенно где-то в густонаселенных районах, возле метро, вообще аптека на аптеке. Они начинают друг с другом конкурировать, из-за этого, естественно, завышают цены. А может быть, у них договоренность. Ну, в общем, это тема для отдельного видео. Простите. Так вот, что касаемо секс-шопов и магазинов тактического обмундирования, то спрос рождает предложение, да? Ну, мне остается лишь догадываться, почему. Так стало много, сейчас еще холод, кто-то вчера шутил, что так люди греются, так люди развлекаются. Особенно, кстати, много секс-шопов стало появляться в прошлом году во время блэкаута. Ну, по крайней мере, у нас в Харькове их открылось как минимум 3 новых. Ну, люди, наверное, так проводили время, когда было отключение света. В общем, ребята, я не знаю, я уже отвечаю на ваши вопросы как могу. Я думаю, вы сами остальное все додумаете, догадаетесь, и здесь полет фантазии не ограничен. Дальше у меня есть вам интересную рассказать такой моментик, очень интересный, очень. Как вы все знаете, у нас сейчас идет декоммунизация, да, в стране. Она идет уже давно, с 2015 года, да, 2014, 2015, с 2015, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот,
Что же случилось? Вы сейчас будете в шоке, так как в шоке я. Несколько дней назад из Украины пытались вывести ценные документы 19-20 веков и фарфоровые скульптуры СССР. Сейчас я вам покажу вот эти вот скульптурки. Как вы можете видеть, здесь стоит девушка. Космонавтик на Луне называется «Прилунился советский космонавт». Дальше советский космонавт с фотоаппаратом. У этого космонавта на шлеме написано СССР отчетливо. И здесь уже украинская дівчина с рушником. Да? В общем, украинские таможенники изъяли фарфоровые скульптурки и коллекцию документов 19-20 веков из посылки, которую пытались отправить в США. Посылку, заполненную культурными и историческими ценностями украинской и советской скульптурной пластики малых форм и коллекции документов, киевские таможенники обнаружили во время таможенного контроля и воспрепятствовали незаконному вывозу. Международная почтовая отправка с 4 маленькими скульптурками и 19 документами и фото с признаками старины направлялась из Запорожья в США. Таможенники направили изъятые вещи в Национальный музей истории Украины для проведения экспертизы относительно принадлежности к культурным ценностям. Вот смотрите, здесь еще дореволюционные фото и документы. Что показала экспертиза? Самое интересное. Эксперты установили, что 4 фарфоровые скульптурки – это украинская советская скульптурная пластика малых форм 50-70-х годов 20 века. Изготовлены они на фарфоровых производствах Украины, Киевском экспериментальном, керамико-художественном и Городницком фарфоровом заводах, которых сегодня уже не существует. 3 скульптурки «Галинка», «Космонавт-фотограф» и «Космонавт на Луне» имеют культурную и историческую ценность. Скульптурка-колхозница имеет просто историческую ценность. Ребята, вы понимаете, что вообще это значит? Нет, ну, я не знаю, может быть, кто-то не понимает. Когда у нас идет борьба, да, со всем советским наследием, и тут бах! Посылка с советскими фигурками, не просто с советскими, а с советскими эмблемами. На шлеме написано у космонавта СССР. Это нельзя вывозить. Это имеет, оказывается, по заключению эксперта на позавчерашний день, это имеет культурную и историческую ценность для Украины. По-моему, этим все сказано, да? Это не мои слова, поэтому прошу хейтеров, которые любят меня в чем-то обвинить, даже это не хейтеры, это такие доносчики с 37-го вернулись, восстали из ада. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что 7 документов и фото 1891-1925 годов эксперты отнесли к коллекции, которая рассказывает о семье Сушковых, отце и его детях. Эти семейные документы тоже признаны культурной и исторической ценностью, поскольку они совокупно представляют актуальные общественно-политические процессы украинской истории. Ага. Это история почтовой службы в Украине, происхождение и социальное положение служащих транспорта в связи в Украине модерного периода, отвечают таможенники. Так. Они также добавляют, что среди изъятых вещей 12 различных документов и фото, которые эксперты признали исторической ценностью, часть из них имеет отношение к Украине, в частности, ко времени становления советской государственности и индустриализации 1930-1940-х годов. Соответственно, их можно внести в музейное собрание для репрезентации. Вот еще раз показываю вам фигурочки. Красивые фигурочки. Поэтому, ребятушки, вот эти вот восставшие из ада 37-го года, когда вы мне пишете злобно так, чтобы я не показывала вещи на барахолке, чтобы я не показывала вещи, которые проходят через мои руки,
антикварные вещи, старые вещи, советские фигурки, с советскими эмблемами, что-то еще. Когда вы мне это все пишете, чтобы я это все не показывала, это все запрещено, это подлежит уничтожению, то тогда вот это вот что? Это же признано государством, нашим государством, нашей страной Украины, как культурные ценности. Понимаете? Еще раз вам прочитать, как это вообще говорится, что это имеет историческую ценность. Вот эти вот фигурочки. Сейчас я вам еще, я, по-моему, не дочитала. А на вывоз культурных ценностей требуется специальное разрешение. Нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Вот так вот. Вот и все. Вот и все. Вот что я вам, собственно, хотела сказать. Кто умный, тот поймет. А кто продолжает истерить о том, что все надо стереть и уничтожить, тот нарушает закон Украины тем самым. Поэтому, ребята, всем желаю здравого смысла, оставаться в своем уме, не идти за стадом. И всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан. Мне будет приятно. Также нажмите колокольчик, вам будет приходить уведомления о моих следующих видео. Проверьте свои подписки, кто был подписан ранее.